Провел тут небольшое голосование у себя в Инстаграм и выяснил, что вы бы хотели узнать топ-10 ошибок, которые вы совершаете в своих презентациях. Можете сразу попробовать написать в комментариях, что вы считаете находится на первом месте моего списка. Итак, в порядке убывания от самой менее распространенной к самой более распространенной. 10 место. Пересылка слайдов в исходном формате. Это значит, что вы сделали свои слайды в PowerPoint или Keynote, так их и переслали тому, кто должен их посмотреть, либо организаторам. Зачем? Да, я знаю, что очень многие организаторы просят именно в таком формате и присылать, но это всегда колоссальный риск. 90% случаев идет к тому, что вы потеряете какие-нибудь шрифты, картинки, анимации, прости господи. Меня бесконечно удивляет, что люди никак не научатся использовать формат PDF. Во всех своих документах, текстовых, графических, презентацию тоже можно и нужно сохранять в формате PDF. Для того, чтобы это было проще, вот вам полезная ссылка. Сайт ilovepdf.com. Там вы сможете быстро разделить, объединить, сжать файл PDF и сделать все, что с ним необходимо. Запомните, файл вашей презентации в исходном формате нужен только вам самим. Себе его и сохраните. 9 место. Отказ от слайдов. Послушайте, куча авторитетных спикеров выступают совсем без слайдов, спокойно чувствуют себя на сцене, просто как заправские стендаперы. Да, такое возможно, но эти люди, и вы в том числе, если отказываетесь от слайдов, просто отказываетесь от инструмента, который существенно упрощает вашу задачу по донесению информации вашей аудитории. Большая часть вашей аудитории – визуалы. Их зрительный нерв гораздо сильнее, чем нерв уха или какой бы то ни было другой. Пользуйтесь этим, не упускайте возможность, делайте слайды. Если не умеете делать слайды, учитесь делать слайды. Если научились делать слайды, делайте свои слайды еще лучше. Взгляните на разницу выступлений спикера со слайдами и без. На видео это может быть не так заметно, но я оставлю ссылочки в описании к видео. Попробуйте посмотреть эти видео до конца. И напишите мне потом в комментариях, на какой минуте вы выключили. 8 место. Попросить слайды у дизайнера. Мне, как управляющему креативного агентства, очень хорошо известно, как много людей мечтает о какой-то волшебной панацее, о каком-то волшебном агентстве, к которому можно обратиться, и оно все за вас сделает. Более того, многие из моих коллег действительно оказывают такие услуги. Но у меня для вас плохая новость. Если вы обратитесь ко мне, чтобы я сделал за вас слайды, скорее всего, я вместо этого начну вас учить их делать. Да потому что существует очень простая зависимость. Спикер, который делает свои слайды сам, поступает лучше. Учитесь делать свои слайды сами. 7 место. Использование шаблонов. Вы, наверное, догадывались, что все эти шаблоны PowerPoint или даже Keynote, они, что-то в них не так, они не годятся для вашей презентации. И, наверное, по этой причине вы обратились к дизайнеру. В предыдущем пункте я вам не рекомендовал этого делать, а значит, остаются только шаблоны. Так вот, забудьте о ваших шаблонах раз и навсегда. Вам нужен тот шаблон, который вы сделали для себя сами. Не надо жить в страхе и в иллюзии, что красивую презентацию, красивые слайды делают только дизайнеры. Посмотрите на все выдающиеся слайды, на все выдающиеся презентации. Они, как правило, очень лаконичны и минималистичны, уверяю вас. Каждый из вас в состоянии сделать такие. Шаблоны, особенно те, которые узнает ваша аудитория, свидетельствуют об отсутствии индивидуального подхода к ней, к аудитории. Отсутствие индивидуального подхода – это отсутствие заботы о вашей аудитории. Аудитория всегда это чувствует и может отреагировать негативно. Робот превратит кусок холста в шедевр искусства. А вы? 6 место. Номера страниц и логотипы. Посмотрите на ваши слайды сейчас. Или на макет, который, как неприкаянный призрак, блуждает по вашей компании. И после таких подвигов, когда вот уже 300 лет я наводил ужас на всю округу, так меня оскорбить. На этих слайдах есть номера или логотипы. А теперь давайте разберемся, зачем они там. Итак, с логотипом все ясно. Это дополнительный носитель айдентики вашей компании. И вот вам мой тезис как руководителя креативным агентством. Слайды – плохой носитель айдентики. У людей не формируется позитивных ассоциаций со слайдами, и как следствие не будет формироваться позитивных ассоциаций с вашей компанией. Вам может показаться, что логотип на слайде позволяет их идентифицировать. Якобы аудитория может забыть, чья это была такая классная презентация. О, хорошо, есть логотип в углу. Нет, так не бывает. Еще часто мне парируют сценарием, что аудитория любит фотографировать слайды, и потом она на фотографиях снова видит логотип. Да, видит, но это снова ничего не дает. Просто ваш логотип снова не в том месте и занимает пространство на экране. Что касается номеров страниц. Номера страниц перешли в наши цифровые документы из книгопечатания. Да, безусловно, номера страниц нужны для навигации. Но номера страниц работают для навигации при условии наличия содержания. В вашей презентации есть содержание?
А вы когда-нибудь видели номера слайдов Apple или, может быть, у Илона Маска? Номера слайдов не помогают вашей аудитории. Если вам кажется, что в конце вашего выступления аудитория скажет: «О, а у вас там на 9-м слайде был вот такой классный тезис, давайте к нему вернемся», это означает, что ваша аудитория запоминает не то, что нужно. Ваша аудитория должна запоминать тезис, а не номер страницы, на которой он находился. При этом номера слайдов вполне могут подойти для слайдов, для пересылки. При том условии, если у вас есть содержание, не просто содержание, а интерактивное содержание. Конкретно название слайда, его номер и возможность кликнуть и перейти конкретно к этому слайду. Это очень легко делается и сохраняется в PDF. 5 место. Мемы. Итак, что плохого в мемах? Давайте рассмотрим мемы как шутки. Ну, именно эту функцию они ведь выполняют. Вы хотите развлечь, развеселить вашу аудиторию. Моя мама говорила, наслаждайся ей, ведь в будущем тебе придется работать. Не придется, ма, ведь я буду комиком. Я тут вижу две проблемы. Первая. Мемы очень часто не соответствуют тону вашей презентации. Чаще всего это похоже на какой-то дешевый прием по эпатированию и привлечению внимания, который аудитория очень быстро раскусывает. Мемы крайне редко подходят спикерам. И второе. Пока вы вставляете мемы на свои слайды, они уже успевают устареть. Самое страшное, что я видел, это когда спикер выступает не просто с несмешным мемом, но и с мемом, который был актуален года 2 назад. У мемов очень короткий цикл жизни. Нужны ли вам слайды, которые нужно будет переделывать? Едва ли. 4 место. Выступление сидя или за кафедрой. Смотрите. Язык жестов и ваша поза – это такой же инструмент визуализации, как и ваши слайды. Он очень много в состоянии сказать вашей аудитории. Все, что ограничивает мобильность спикера, сказывается именно на этих средствах визуализации. Как только вас сажают на сцену, вы становитесь менее подвижным и, как следствие, менее интересным вашей аудитории. Как только вас ставят за кафедру, от вас отрезают половину туловища, и, если позволите так сказать, вы становитесь на пол туловища менее интересным. Поверьте мне, нет ничего страшного в том, чтобы в панельной дискуссии, где всех спикеров рассадили, встать и начать ходить по сцене. Уверяю вас, вы сразу получите выгодное преимущество в отношении остальных спикеров. Формат прожектор Пэрис Хилтон, когда все сидят за столом и обсуждают какие-то новости, умер. Люди давно хотят смотреть за живыми, подвижными спикерами. Переходим к нашему топ-3. 3 место. Руки в карманах. Одна из самых распространенных ошибок, которую я вижу. Для меня это так удивительно, что даже какие-то крутые спикеры могут себе такое позволить. Но согласитесь, давайте вместе посмотрим на спикера, у которого руки в карманах. Это всегда выглядит нелепо. Как будто спикер что-то перебирает в кармане. Короче, я в этом вижу всегда одну и ту же проблему. Я, находясь в аудитории, буду смотреть не за слайдами или не за спикером, а за тем, что же он делает своей рукой. Может, он готовится показать мне какой-то фокус и в нужный момент достанет игральную карту из кармана. Элементарно на языке жестов руки в кармане – это сигнал к тому, что вы что-то скрываете от своей аудитории, вы что-то прячете от них у себя в кармане. Может быть, у меня какая-то карманная фиксация? Не, серьезно. 2 место. Много текста на слайдах. Очень много текста на ваших слайдах. По-прежнему бытует мнение, что если на слайде много информации, много текста, то он какой-то экспертный и несет в себе невероятный информационный посыл. Нет, это так не работает. Количество текста на слайде никогда не свидетельствует о его качестве. Особенно если это касается слайдов для демонстрации. Более того, я вам уже говорил, что есть золотой стандарт количества слов на слайде. Посмотрите в прошлом выпуске. А теперь 1 место. Лишние слова. На нашем слайде может уже остаться немного слов, но среди них чаще всего остаются лишние. Есть очень простое правило. В письменной и устной речи действуют разные приемы речеобразования. Это нормально, что мы говорим и пишем по-разному. Так вот, на слайдах мы не пишем. На слайдах мы говорим. А говорить лучше коротко, лаконично, ясно и быстро. По 100 раз перечитывайте свой текст на слайдах и получайте колоссальное удовольствие от того, что выбрасываете оттуда лишние, никому не нужные слова. Избавляйтесь от неопределенных эпитетов, местоимений, повторов. Если текст на ваших слайдах может обходиться без знаков препинания, то это один из верных признаков того, что слайд хороший. Вот такой у меня получился топ самых распространенных ошибок в ваших презентациях. Вы обратили внимание, что речь была не только о слайдах, но и о том, как вы держитесь на сцене или как вы пересылаете свои документы коллегам. Дело в том, что я убежден, что любая форма коммуникации так или иначе содержит презентацию. Кстати, у меня в Facebook есть альбом, он так и называется «Слайды, которые я бы сделал иначе». Раньше я выискивал или фотографировал сам плохие слайды коллег. Сейчас же мне часто присылают их в личные сообщения, и альбом таким образом пополняются. Мне всегда хотелось сделать такой альбом, в котором вам не хотелось бы оказаться. Загляните туда, посмотрите, нет ли вас там сейчас, ну и посмотрите, с чем там люди оказываются. Некоторые из примеров не очень однозначны. Но в комментариях к этому выпуску
выпуску напишите топ своих ошибок, которые вы считаете достойным обсуждения. Возможно, лично вы в своей работе, в своем опыте сталкиваетесь с совсем другими проблемами, и их тоже было бы интересно обсудить. А что, если какой-то из этих примеров вообще окажется достоин отдельного выпуска? Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Обязательно посмотрите другие выпуски. Они позволят вам стать еще лучше в мастерстве презентаций. Подписывайтесь на меня в других социальных сетях и вступайте в полемику. Меня хлебом не корми, дай поспорить. Вот, собственно, и все. Пока. Всего хорошего!